Первые 6 лет своей жизни малыш прожил на цепи при офисном здании в небольшом городке. Он постоянно кричал, было видно, что собака страдает. Наша встреча состоялась совершенно случайно, когда я со своей женой и нашим псом по кличке Джой приехали в этот город в гости к друзьям. С этого момента жизнь малыша начала меняться. Когда я впервые его увидел, он был худым, неухоженным и громко кричал. Именно кричал, потому что на лай это не было похоже. Какое-то время мы присматривались к собаке, а потом я подошел, снял его с цепи и пристегнул к поводку. Так малыш отправился на прогулку, первую за очень долгое время. Почему я не побоялся подойти к незнакомой собаке, которая, к тому же, издавала истошные вопли? Дело в том, что на тот момент у меня уже было 2 питомца, корги Бруни и метис-овчарки Джой, с которыми мы давно и плотно занимаемся с кинологом. Плюс я стараюсь изучать поведение, поэтому знаю, что порой собака ведет себя беспокойно или издает какие-то звуки не от агрессии. Джоя мы подобрали на улице в 8-месячном возрасте. Он был тревожным и очень пугливым, боялся буквально всего. Во многом именно благодаря занятиям с Джоем я узнал, что поведение собаки, которое кажется обычному обывателю агрессивным, на самом деле может быть возбуждением, тревогой, интересом. В общем, если собака громко лает, это вообще не означает, что она проявляет агрессию. Итак, когда мы отправились с малышом на его первую прогулку, было видно, что он очень рад этому и ему необходимо взаимодействие с человеком. Я не знаю, выгуливал ли кто-то малыша до нашей встречи, но наша прогулка стала для него, как минимум, новым знакомством с миром. Он с интересом изучал все, что его окружало, и отвечал мне с невероятной благодарностью за эту возможность. Так малыш попал под опеку наших друзей, которым он очень нравился. Пес оказался очень дружелюбным, умным и социальным. Его начали регулярно кормить, до этого его кормили чем попало и далеко не каждый день, выгуливать, заботиться о нем. Мы с женой и нашим псом уехали в Москву, но вскоре поняли, что прониклись к малышу большой нежностью. А еще появилось чувство ответственности за него, ведь это мы сняли его с цепи и показали ему новый мир. Несмотря на то, что у нас и так было 2 собаки, мы не смогли не забрать его к нам домой. Нам очень многие говорили, что старая собака с таким сложным прошлым будет неконтактной и необучаемой. Но дорогу осилит идущий, и мы решили отвезти малыша на занятия с кинологом. И уже на первом занятии он научился давать лапу, а потом выучил команду лежать. Так и началось системное обучение нашего старичка. Малыш оказался чистокровной овчаркой. Наш кинолог рассказала, что такая обучаемость и любовь собаки к занятиям присуща этой породе. Еще один важный этап в адаптации малыша – это новые впечатления. Мы показываем малышу новые места, ездим в гости и на мероприятия, где порой бывает шумно и много незнакомых людей. Малыш везде ведет себя очень адекватно и быстро адаптируется. А еще он очень спокоен в отношении других собак, ни капли агрессии. К сожалению, годы, проведенные на цепи, и те условия, в которых он жил, не могли не сказаться на здоровье. Плюс о себе начинает давать возраст. Малышу уже почти 8 лет, и у него начинаются проблемы с суставами. Прыгает он уже меньше, и даже ходить ему уже не так просто, есть незначительные возрастные проблемы с сердцем. Но мы прикладываем все усилия, чтобы продлить его жизнь и сделать ее достойной.